В дверь позвонили. Анна посмотрела в глазок и сразу поморщилась. За дверью стояла свекровь. Как всегда, пришла первой. Сжав губы, Анна отпрянула, подумала, потом посмотрела еще раз. Свекровь Елена Васильевна держала огромную коробку в руках. Одну. Явно это была кукла для Машеньки. Анна задумалась. Лучше не открывать. Но второй звонок быстро привел ее в чувство. «Здравствуйте». Распахнув дверь, Анна отошла в сторону. «А где моя любимая внученька?» Писклявым голосом произнесла бабушка, войдя в квартиру. «Машенька, беги скорей, у меня есть подарочек для тебя». Сегодня у Маши, младшей дочери, день рождения. Ей исполняется 4. Анна и Андрей не думали широко праздновать, но родители позвать собирались. Первой приехала Елена Васильевна. Чуть позже прибудут Илья Валерьевич и родители Анны. «Маша, девочка моя, где ты?» Звала внучку свекровь, медленно снимая ботинки. Коробку из рук она не выпускала. И на это есть одна немаловажная причина. У Анны есть старшая дочь, которая приходится ее мужу падчерицей. Свекровь ее не взлюбила с первого дня, когда увидела. Не понравилась ей девочка. Нет, она была красивая и прекрасно сложена, но она чужая, не родная кровь. Сегодня не только у Маши, но и у Веры день рождения. Стечение обстоятельств. Девочки родились в один день с разницей в 2 года. Вера, когда познакомилась с бабушкой Леной, сразу начала ее звать бабулей. Но свекровь попросила не обращаться к ней по придуманному статусу. Она приказывала называть ее тетей. Да-да, именно приказывала, потому что чужой ребенок никоим образом не имеет с ней кровного родства. Андрей пытался поговорить с матерью на эту тему, но та категорически отказывалась принимать ребенка в ряды внучек. «Она мне никто, и меня не волнует, что ты женился на Анне. Я не обязана любить ее ребенка». «Мама, но она теперь моя дочь». «Не твоя, и не уговаривай. У этой девочки есть своя бабушка. Имеется и родной отец, так пусть они ее и балуют. А для меня она никто». Андрей не понимал, почему мама так жестко относится к Верочке. Ведь в народе говорят, если любишь женщину, значит должен любить и ее ребенка. Семья не разделяет детей на своих и чужих. Семья – это одно целое. Андрей осознанно воспринимал значение этих слов за истину, но его мать всеми силами противилась любить дочь снохи. «Маша!» Елена Васильевна сняла пальто и двинулась в детскую. «Где моя любимая внученька прячется?» Войдя в комнату, она увидела, как Вера сооружает сестричке прическу, а та что-то лопочет на своем языке. «Отойди от нее!» — рыкнула бабушка. «Ты отвлекаешь Машу!» «Анна, в чем дело?» Возмутилась свекровь, повернув голову на сноху. «Вы настроили мою Машеньку против меня?» «Ни в коем случае. Дети просто играют». «Так играют, что она не хочет меня видеть? Я знала, что Вера устроит что-нибудь подобное. Но ты же мать, должна думать объективно. Маша – моя внучка, я ее бабушка, и не смейте портить наши отношения». Никто не портит. Анна хотела как-то оправдаться перед мамой мужа, но та не стала слушать и вновь заговорила с внучкой. «Машенька, к тебе бабушка пришла, подарок принесла». Маша сощурилась, потом встала и подбежала к бабуле, обняла за ноги, задрав голову. «Держи, это тебе. Играй и никому не давай, а то сломают». С этими словами женщина покосилась на Веру, которая сидела на кровати и с интересом рассматривала яркую коробку. Елена Васильевна помогла развернуть подарок, и Маша воскликнула, прижав ручки к груди. «Куколка!» Верочке тоже понравилось,
большого размера красавица с темными волосами. Она встала, подошла и протянула руку, чтобы дотронуться до розового костюмчика. «Не трогай, отойди!» — рыкнула свекровь, загородив с собой Машу и куклу. Вера попятилась назад. Видя, что она сейчас заплачет, Анна попросила помочь накрыть стол к празднику. Уходя с мамой в кухню, Верочка еще раз обернулась. Бабушка и Маша сидели на полу, и бабушка детским голосом говорила вместо игрушки, веселя сестру. Стало обидно. Сморщив личико, Верочка убежала вслед за мамой. К 6 часам приехал свекор в компании родителей Анны. Они встретились у подъезда, поздоровались, разговорились и поднялись на этаж. Анна открыла им дверь, поприветствовала, приняла цветы от свекра и поздравления с днем рождения девочек. Илья Валерьевич не разделял детей на 2 фронта. Он одинаково относился и к Маше, и к Верочке. Елена Васильевна знала об этом, поэтому частенько пыталась вправить мозги своему мужу. Сегодня, когда он подарил цветы снохе и сделал акцент на обеих внучках, она разозлилась не на шутку. Илья Валерьевич не был скандальным человеком. Любое посягательство на ссору с ним он пресекал долгим молчанием, чтобы его жена устала и утихомирилась. За это она ненавидела его, потому что не могла спровоцировать на скандал. Чуть позже приехал Андрей. Он привез торт и шарики, которые не успел купить утром. За столом собралась одна большая семья. Если посмотреть со стороны, то можно подумать, эти люди живут дружно. Редко кто может похвастаться таким количеством родных, и мало кому удается собираться за праздничным столом вместе. Елена посадила рядом Машу, положила в ее тарелку салатик и предложила налить сок. Маша не могла усидеть на месте. Она прыгала, как ягоза, вскакивала и тянула ручки к бутылке шампанского. «Анна, что это?» Недовольная свекровь отодвинула бутылку подальше. «Что за интерес к спиртному? Не хочу в это верить, но создается впечатление, что в этом доме кто-то выпивает. Откуда у ребенка желание попробовать шампанское?» Она еще маленькая и ничего не понимает. Анна держала тарелку мужа и накладывала запеченное мясо с картошкой. «Все идет с детства, дорогая. В первую очередь от матери». «Верочка же не просит шампанского», — подметила Анна. Видимо, уже удовлетворила свой интерес в таком же возрасте. Поддела сноху свекровь. Андрей решил произнести первый тост, чтобы разрядить обстановку. Он встал, вытянул руку с бокалом и начал поздравлять дочерей с их праздником. Родители Анны сидели тихо. Они знали, как Елена Васильевна относится к Верочке, но ничего не говорили своей дочери. Прекрасно понимали, это ее жизнь, ее муж, и пусть сама разбирается. Тем более он взял ее с ребенком. Произнеся тост, Андрей чокнулся со всеми и пригубил игристое. Не стал выпивать весь бокал разом, чтобы не раздражать мать, которая и так предъявляет много претензий его жене. «Машенька, покажи бабушке и дедушкам, какую куколку я тебе подарила. Где она?» Елене хотелось опередить сватов, которые сейчас будут дарить свои подарки детям. Маша сбегала в комнату и притащила свою новую подружку. «Ой, какая красавица!» — восхитились гости. «А какой костюмчик? А туфельки?» Елена была горда подарком, потому что знала, сваты не смогут купить более дорогую игрушку. Но ликовала она недолго. Курьер приехал в 6:30 и привез 2 детских велосипеда. Втащив в квартиру транспорт, Андрей позвал детей. Радости не было предела. Маша забыла о кукле, она села на 3-колесный велосипед и проехалась по длинному коридору. «Откуда деньги?» — шепнула Елена своему мужу. «Они даже в отпуск поехать не могут,
и ремонт в своей хрущевке освежить. Я им дал, ответил Илья Валерьевич, глядя на счастливых детей. С ума сошел! Я из кожи вон лезу, чтобы Верка знала свое место, а ты ей велосипед подарил? У нее есть своя бабушка, вот пусть и дарит, за свои деньги. Бормотала на ухо Лена, косясь на счастливых сватов. Лен, если не прекратишь разделять детей и издеваться над Верой, клянусь, отправлю тебя к теще. Вы за 30 лет вот где у меня сидите. Полоснув ребром ладони себе по горлу, Илья позвал свата за стол. Елена Васильевна перестала приезжать к сыну в гости. Она звонит и просит привезти к ней Машу. Одну, без Верочки. Просит уже 1,5 года. Но сын после серьезного разговора с отцом принял единственно верное решение. Или обе внучки поедут к бабушке, или вовсе не поедут. В настоящей любящей семье не делят детей на своих и чужих. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.